Всех приветствую, вы на канале Bodybuilding Crush. Сегодня у нас долгожданный обзор. А почему он долгожданный? Потому что долго делаются анализы. Еще раз напомню нашим зрителям, что сдаем мы в лабораторию Роспотребнадзора, в государственный орган. Поэтому делают анализ 15 дней. Чтобы, так сказать, не было никаких инсинуаций там и разговоров о том, что что-то где-то подмучено, подмешано. Именно поэтому сдаем в гослабораторию. У нас даже сейчас некоторые люди, зрители, смотря наши обзоры, умудряются сказать: да это заказной отзыв у вас. Ну, попробуйте, сходите в Роспотребнадзор и договоритесь, чтобы вам там нарисовали то, что вы хотите. Поэтому, чтобы такого не было, сдаем в Роспотреб, госорган. Делают 15 дней, плюс еще мы тестируем, поэтому растягивается это все на месяц. Сейчас, конечно, стараемся все побыстрее делать, совмещаем сразу несколько продуктов и так далее. Но вот такие вот задержки бывают. Итак, у нас продукт сегодня, на самом деле он называется не первый русский протеин, а он называется просто протеин от компании «Первый русский протеин». То есть «Первый русский протеин» – это название компании, которая его выпускает. Находятся они в Мордовии, позиционируют себя как компания, которая использует полностью российское сырье. Мы все знаем, что у нас наши производители используют импортный белок. Здесь же они себя позиционируют, как будто у них российское сырье. Не знаю, может быть, побываем у них на заводе, посмотрим. Итак, значит, у нас это концентрат сывороточный белковый, в простонародье КСБ 80, так называемый. 80 обозначает его процент, здесь в 100 граммах 80, в 100 граммах порошка 80 грамм белка чистого. Поэтому КСБ добавляет все производители. Концентрат сывороточного белка он называется. Посмотрите любого российского производителя, и вы там его найдете. Итак, значит, по этикетке, как уже сказал, производитель позиционирует 80% белка. Опять же, здесь у нас та же надпись, что и любят все российские производители, что срок хранения открытой упаковки не более 12 недель, то есть те же 3 месяца. Не знаю, почему они указывают, возможно, здесь нет никаких дополнительных ингредиентов, которые сохраняют белок. Возможно, с этим протеином это и справедливо. Но вообще это полная чушь, что после открытия протеин хранить 3 месяца. Кто видел наши другие обзоры, знает это. Вот так вот у нас выглядит сам белок. Допили все полностью. Осталось там буквально на 1-2 порции. Итак, погнали, значит. Принимали его после того, как получили с анализа. Анализ скажу чуть позже, что получилось по нему. Что по самому приему. Честно говоря, когда первый раз попробовал этот белок, у меня возник рвотный позыв. Меня чуть не вырвало. Дело в том, что я все время до этого пил протеины, которые только вкусовые. Здесь же вот такой вот нейтральный, так сказать, первый для меня был. Плюс я еще не пью молоко. Возможно, поэтому у меня было такое чувство после его употребления. Потому что после этого я дал другому человеку попробовать, который пьет молоко. Он сказал: ну ничего, вполне нормально, пить можно. Вот, поэтому кто пил вкусовые протеины, имейте это в виду, что пить вам его будет сложно. Значит, после того, как я его попробовал первый раз, я сразу же запасся туалетной бумагой, потому что увидел, что здесь не написано, что убрана лактоза, здесь чистое написано в составе только сыворотка молочная и больше ничего в нем не содержится. Поэтому думал, будут проблемы с пищеварением конкретные просто. Запасся бумагой, но, к счастью, она мне не пригодилась. То есть все было нормально. Протеин пьется спокойно, если не учитывать, что у него отсутствует вкус. Никаких проблем ни с газообразованием, ни с усвоением, ни с ЖКТ вообще не было. То есть, что удивительно, хотя в нем, по идее, должна быть лактоза. И обычно производители пишут, когда они убирают лактозу. Дело в том, что во время сушки протеина можно убрать лактозу. И импортные производители всегда это указывают. Здесь же ничего не указано. Я думал, что будет проблема. Но их не было. И еще один момент, протеин практически не пенится, хотя обычно добавляют пеногасители и добавляют вот этот соевый лецитин, который, наверное, все видели, как раз для того, чтобы не было пены. Здесь же не указано в составе ничего, но протеин не пенится. Размешивается он не очень хорошо, то есть вот такая вот мерная ложка, здесь у нас приблизительно 10 грамм, у нас есть видео, где мы замеряем мерную ложку, чтобы понять, как правильно все-таки отмерять, потому что производитель здесь у нас рекомендует пить по 30 грамм порошка.
Это 3 мерных ложки. Так вот, 1 мерная ложка должна быть 10 грамм. Вот приблизительно так она выглядит. Ну, конкретнее смотрите наше видео. Там все указано будет. Так вот, воды нужно добавлять в него побольше. Миллилитров 250. И то все равно он прилипал к стенкам. Это вот единственная, наверное, проблема, какая с ним была. Что можно сказать по поводу его употребления? К концу, конечно, уже самой пачки я уже с трудом его пил. Настолько вкус уже этот не то что приелся, ну противненький стал, скажем так. Не привык я пить. Пробовал я его смешивать и с различными вареньями, с джемами, и со сгущенкой. Пошло только со сгущенкой. Но имейте в виду, что когда вы добавляете туда варенье, джем и так далее, вы увеличиваете количество углеводов. То есть, например, если вы на сушке, то уже это не подойдет вам. Потому что та же ложка варенья, меда или еще чего-то добавляет, ну, там, минимум около 10 грамм углеводов, и из них большинство это будет сахар. Поэтому смешивая с чем-то сладким, имейте в виду. Я ни с чем не смешивал, в итоге просто попробовал пару раз. Мне не особо понравилось, поэтому к концу этого пакета, ну, как бы я уже не очень его пил. И через раз уже просто пил другой протеин, который был вкусовой, нормальный, и просто кайфовал от того, что там есть вкус. Вот, что касается его употребления. Теперь самое главное, переходим к его анализу. Значит, официально у нас протокол. Лаборатория Роспотребнадзора. Значит, сверяем СПП для питания спортсменов, ПРП протеин, ООО Сфера, Мордовия. Значит, ПРП это первый русский, протеин, сам продукт протеин. Значит, производитель, еще раз напомню, заявляет у нас 80% белка на 100 грамм. А насчитали у нас по результату анализа 88% белка. То есть он оказался даже лучше, чем заверяет сам производитель. 88% белка в 100 граммах порошка. Вот такой вот отличный результат получился. Я видел результат анализа на канале Алхимия. Там, по-моему, он насчитал 76% белка год назад. Ну, вот я думаю, что истина где-то посередине, учитывая, что допускаются все-таки определенные погрешности. То есть, все здесь в порядке. Состав полностью соответствует тому, что есть. Имею в виду не полный состав, а именно, конечно, содержание белка. Поэтому по качеству протеин получается превосходный. Значит, по поводу самих рекомендаций, покупать или не покупать. Ну, во-первых, отталкивайтесь от вкуса, то, что я озвучил выше, подходит вам и не подходит. Ну и самое главное, здесь, конечно, нужно отталкиваться от его цены. Сейчас настолько много всяких акций проходит, что, например, на днях я купил Whey Pro от Genetic Lab за 1100 рублей. После него купил протеин Бомбар, тоже все взяли на анализ. Бомбар тоже уже вкусовой, со всеми добавками, все как положено, за 1050 рублей. Вот этот протеин не обошелся в 1190 рублей от самого производителя. Я так понимаю, они продают сами на Яндекс.Маркете. Поэтому, покупая этот протеин, отталкивайтесь чисто от цены. Я скоро сделаю, когда мы уже достаточно наберем анализов на протеины, скоро сделаю полный обзор на все российские протеины, которые мы только протестировали. И там будет указано, сколько какого белка содержится в каждом пакете, в каждой банке. Исходя из этого, вы уже сможете определять, что будет более выгодно. Поэтому в этом случае с этим белком также определяйте, что будет более выгодно. Если он выгодный, можно его брать, потому что по составу все хорошо. Если не смущает отсутствие вкуса, то именно состав здесь просто отличный. Количество белка, ну, наверное, это самое большое из всех российских протеинов, которые мы протестировали на данный момент. То есть этот протеин лидирует по содержанию белка на 100 грамм порошка. Он лидер пока. Поэтому с качеством здесь проблем нет. Ну вот как-то так у нас все получилось. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Все, всем пока.